Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые ажурные носочки, слитки их еще можно назвать. Смотрятся они очень красиво, и вязать данные носочки мы с вами будем на 2 чулочных спицах, и они у нас идут абсолютно бесшовные. Данные носочки у нас связаны вот с такой вот треугольной пяткой, или по-другому ее еще называют пятка подкова. Здесь у нас идет вот такой вот клин подъема, и на мыске у нас идет вот такой вот красивый ажурный узор. Здесь самое главное, вам нужно будет понять принцип вязания, потом при желании вы сможете вот здесь на мыске связать абсолютно любой узор, или данные носочки вы сможете полностью связать лицевой гладью. Это уже на ваше усмотрение. В мастер-классе эти носочки я буду вязать вот из такой пряжи. Пряжа Нака. Здесь у меня просто идет другой цвет. По составу это 49% шерсти, 51% акрила. И метраж у данной пряжи идет на 100 грамм 200 метров. В мастер-классе эти носочки я буду вязать, как я говорила, на 2 спицах. Я взяла 2 чулочные спицы, диаметр 3 миллиметра. Носки я эти буду вязать на размер ноги 37-38. Но в процессе вязания там все идет достаточно просто и логично, и вы их сможете связать абсолютно на любой размер ноги и из любой пряжи. Самое главное, что нам необходимо, это рассчитать количество петель, которые мы должны будем набрать так, чтобы данные носочки хорошо одевались именно на вашу ножку. Для этого мы должны измерить обхват нашей ноги вот здесь, в самом широком месте, где у нас идет косточка, в сантиметрах. Далее связать образец лицевой гладью и посчитать, сколько у вас получается петель в 1 сантиметре. Дальше это количество петель в 1 сантиметре вы должны умножить на обхват вашей ножки и полученное число разделить напополам, так как мы вначале свяжем половину носочка, то есть ступню, после чего будем вязать вторую половину, то есть вот этот мысок, верхнюю часть, и будем вывязывать вот этот наш красивый ажурный узор. Поэтому самое главное, чтобы не ошибиться в размере, это нужно связать образец для того, чтобы рассчитать, сколько изначально нам необходимо набрать петель. Также при наборе петель обязательно набираем петли. Здесь мы на 2 спицы, для того, чтобы вот этот край у нас получился эластичный и наш носочек хорошо одевался на ногу. И вот когда здесь в конце мы будем закрывать наши петли, также мы контролируем натяжение нитей и петель, чтобы этот край по кругу у нас был полностью эластичным. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные носочки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 22 петли. Если вы вяжете плотно, то я рекомендую резинку тогда вязать на спицах 3,5 миллиметра. И набираем все-таки мы на 2 спицы, так как нам нужно, чтобы наш край был эластичным. Петли я набрала, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее я буду вязать 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную. 1 лицевая, 1 изнаночная петля, лицевая, изнаночная. То есть сейчас мы с вами вяжем резинку 1 на 1. В конце ряда я провязала, вот получается, 1 изнаночную петлю, и последние наши кромочные петли обязательно нужно провязывать изнаночной петлей. После чего мы вязание переворачиваем на изнаночную сторону. Далее все наши последующие ряды и в лицевом, и в изнаночном ряду мы будем провязывать все петли по рисунку. То есть мы дальше продолжаем вязать резинку 1 на 1. Первую кромочную петлю я просто переснимаю, не провязывая. Дальше лицевые петли я провязываю лицевыми, изнаночные изнаночными.
1 лицевая и 1 изнаночная петля. То есть петли, как они идут, так мы их и вяжем. Таким образом, мы сейчас должны провязать резинку 1 на 1 16 рядов. Итак, вот я провязала резинку, как я сказала, 16 рядов. И эта высота у меня получается вот 6 сантиметров. Теперь на этом этапе я рекомендую наши кромочные петли, вот эти, где мы закончили вязать резинку, с одной вот стороны отметить маркером, вот эта петля. И также с другой стороны отметить маркером, то есть вот эта петля. То есть вот она. И дальше мы будем продолжать вязать наш носочек. Вязание я держу вот лицевой стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я буду продолжать наше вязание, провязывая все петли лицевыми. То есть и изнаночные, и лицевые петли я вяжу лицевыми. Последние кромочные петли, как я и говорила, мы всегда будем провязывать вот изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше в изнаночном ряду мы все петли вяжем изнаночными. То есть мы сейчас вяжем полотно лицевой гладью. Лицевые ряды мы провязываем лицевыми петлями, изнаночные изнаночными петлями. Последнюю кромочную петлю я провязала изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом, мы сейчас должны провязать полотно лицевой гладью. Я сейчас буду провязывать столько рядов, сколько я вот здесь набирала петель. То есть после провязывания резинки мы сразу же приступили к вывязыванию высоты нашей пятки. Как некоторые рекомендуют, если у вас подъем ноги невысокий, то тогда нужно этот участок провязать то количество рядов, сколько здесь вы набирали петель, минус примерно 1-2 ряда. То есть смотрите, я здесь набирала 22 петли. Я сейчас буду провязывать этот участок 22 ряда. Если подъем ноги у вас невысокий, можете этот участок провязать 20 рядов. Итак, вот я провязала ровное полотно лицевой гладью. Это будет высота нашей пятки. Итак, смотрите, лицевой гладью вот это полотно у меня провязано где-то 7 сантиметров. И общая высота получается 13 сантиметров. Теперь мы будем приступать к вывязыванию нашей треугольной пятки или пятки подковы. Для этого мы сейчас должны найти средних 4 петли. Так как изначально я набирала четное количество петель, то есть 22, то я сейчас должна найти средних 4 петли. Если, к примеру, вы набирали нечетное количество петель, то вы должны сейчас найти средних 3 петли. Вот мои 4 петли. И здесь у меня остается 9 петель тут, 9 петель тут и средних 4 петли. Сейчас вот эти 4 средних петли можно отметить маркером или ниточкой контрастного цвета. Итак, вот я контрастными ниточками отметила средних 4 петли. И сейчас мы будем приступать к вывязыванию нашей пятки. Вязание я держу лицевой стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее вот эти первые 9 петель я провязываю лицевыми. Я довязала до нашего первого маркера. Нитку контрастную я перебрасываю, вот переснимаю на правую спицу. И далее идут наши как раз таки центральных 4 петли. Я провязываю 3 петли, то есть не довязывая одну петлю, вот лицевой. 1 петля, 2 петля, 3 петля. И теперь вот эти 2 петли, то есть до контрастной нитки и после контрастной нитки эти 2 петли я сейчас должна провязать 2 вместе, но провязать 2 вместе я их должна с наклоном в правую сторону. Поэтому, так как изнаночные петли я вяжу бабушкиным способом, то у меня, вот если посмотреть на мою эту лицевую петлю, правая стенка петли расположена вот сзади, за работой. Мне нужно сделать так, чтобы у этих 2 петель правая стенка сейчас была перед работой. Поэтому вот я их
переснимаю вот за заднюю правую стенку. Маркер я сейчас этот убираю, и эту вторую петлю переснимаю за заднюю правую стенку. Далее возвращаю их вот так обратно. И теперь вот этих 2 петли я должна провязать 2 вместе лицевой петлей за переднюю правую стенку. Вот я их провязываю 2 вместе за переднюю стеночку, то есть с наклоном в правую сторону, после чего я должна провязать еще одну лицевую петлю. И вязание я переворачиваю вот на изнаночную сторону. Теперь у нас наша центральная часть уже состоит не из 4, а из 5 петель. В изнаночном ряду первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжу изнаночной вторую петлю, третью, четвертую, и опять я не довязываю одну петлю до маркера. Сейчас вот этих 2 петли, то есть до и после маркера, я также должна провязать 2 вместе. Поэтому смотрите, я петлю снимаю одну. Маркер этот мы можем, или нить вот контрастного цвета, убрать, она нам больше не нужна. Снимаю еще одну петлю, то есть у меня получается вот 2 снятых петли на правую спицу. Теперь эти 2 петли я должна переснять на левую спицу, но так, чтобы вот эта первая петля со второй поменялась местами. Поэтому я левую спицу завожу вот таким образом за эти 2 петли. Вот, и переснимаю. Вот эти 2 петли, видите, у меня поменялись местами. То есть мы сделали перекрещивание. После чего эти 2 петли я провязываю вот 2 вместе изнаночной петлей. После того, как мы эти 2 петли провязали 2 вместе изнаночной петлей, я еще после 2 провязанных петель провязываю еще одну изнаночную петлю и вязание переворачиваю на лицевую сторону. То есть у нас получилось, вот здесь мы провязали 2 петли вместе с наклоном в правую сторону, а здесь 2 петли вместе с наклоном в левую сторону. Вот таким образом у нас сейчас выглядит вязание. И центральная наша часть уже состоит из 6 петель. Вяжем лицевой ряд. Первую кромочную петлю снимаю, вяжу вот вторая лицевая, третья, четвертая, пятая. Здесь уже нам маркер не нужен, так как сразу видно это расстояние, которое у нас получается больше, нежели обычное между петлями. Мы сразу должны понимать, что вот эту последнюю петлю центральной части и первую петлю боковой части мы должны провязать сейчас 2 вместе лицевой за переднюю правую стенку, то есть с наклоном в правую сторону. Поэтому я сначала пересниму эту петлю вот за правую заднюю стеночку на правую спицу, затем вторую петлю я пересниму за правую стенку и затем их возвращаю обратно. То есть мы должны сделать так, чтобы правая стенка наших петель была сейчас перед работой. Поэтому если, к примеру, изнаночные петли вы провязываете не бабушкиным, а классическим способом, то ничего переворачивать вам не нужно. У вас уже эта правая стенка расположена перед работой. Если вы вяжете также изнаночные петли бабушкиным способом, а не классическим, то эти 2 петли нужно вначале поменять местами так, чтобы правая стенка была вот перед работой. После чего эти 2 петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку и еще одну петлю провязываем лицевой. После чего вязание переворачиваем вот на изнаночную сторону. С изнаночной стороны опять первую кромочную петлю я снимаю, вяжу вторая изнаночная, третья, четвертая, пятая, шестая. И вот осталась последняя петля центральной части и первая петля боковой части. Эти 2 петли я сначала вот таким образом просто пересниму. То есть правую спицу завожу в эти 2 петли и переснимаю вот их на правую спицу. Далее левую спицу я завожу вот таким образом. Здесь вот смотрите внимательно. То есть вот таким образом завожу за эти 2 петли и переснимаю обратно на левую спицу. То есть мы их поменяли местами, эти 2 петли, сделали перекрещивание. После чего эти 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей
И дальше должна провязать плюс еще одну изнаночную петлю. И вязание переворачиваю на лицевую сторону. Дальше продолжаем вязать все по этой же схеме. Вяжем все петли лицевые, не довязывая одну петлю в центральной части. Дальше эти две петли я вот меняю стенку местами так, чтобы правая стенка была перед работой. И эти две петли я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю правую стенку лицевой петлей, плюс еще одна петля. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону, первую кромочную снимаю и дальше вяжу все петли изнаночные, не довязывая одну петлю центральной части. Далее эти две петли я сначала переснимаю, петлю центральной части и боковой части. Далее вот таким образом я ввожу левую спицу в эти две петли, переснимаю на левую спицу, то есть я их поменяла местами, и далее эти две петли провязываю 2 вместе изнаночной петлей и плюс 1 еще изнаночная петля. И вязание переворачиваю на лицевую сторону. То есть дальше мы продолжаем вязать нашу вот эту треугольную пятку, пока у нас на спицах вот здесь не останется больше петель от наших именно боковых частей. И смотрите, в тот момент, когда у нас от нашей боковой части осталась всего лишь одна последняя петля, то есть мы просто эти две петли вот провязываем, как мы обычно провязывали. Вот здесь правая стенка у меня уже расположена перед работой, поэтому переворачиваю я только одну петлю и провязываю эти две петли в лицевом ряду, 2 вместе лицевой петлей. Естественно, никаких здесь дополнительных петель мы поднимать сейчас уже не будем. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону и довязываю изнаночный ряд, то есть все петли вяжу изнаночными. И вот здесь у меня осталась одна петля от центральной части и последняя петля от боковой части. Этих две петли вот я переснимаю, далее вот таким образом перекручиваю и провязываю 2 вместе изнаночной петлей. Это мы с вами сейчас провязали нашу треугольную пятку или пятку подкову. Далее вот здесь вдоль наших вот этих боковых частей мы должны будем сейчас поднимать петли. Вязание по-прежнему я вот буду держать сейчас изнаночной стороной вверх. И теперь в каждую кромочную вот эту петлю я буду поднимать петельку и эту петлю кромочную провязывать. Теперь как же нам понять, сколько вот здесь и вот здесь нам необходимо поднять петель? Здесь на самом деле все просто. Количество провязанных рядов, вот лицевой гладью, в моем случае я провязывала 22 ряда, делим напополам. Это получается у меня 11 петель. То есть вот здесь я сейчас должна буду поднять 11 петель. Эти петли можно вот начинать отсчитывать от маркера, которым мы отмечали, где мы закончили вязать нашу резинку. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и вот 11 петля. То есть в эту вот петлю, вот я ее сразу поднимаю на спицу, я сейчас ее вот кромочную петлю одеваю на спицу, и я эту петлю сейчас начинаю провязывать. Единственное, смотрите, какой момент. Если посмотреть на наши кромочные петли, вот она у меня идет, эта кромочная петля, то у нашей петли есть передняя стенка лицевая, это та стенка, которая расположена ближе к лицевой стороне, и та стенка, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Нам сейчас нужна та стенка, которая расположена ближе к изнаночной стороне. То есть вот она у меня идет, я ее одеваю на спицу, эту стеночку петли, и сейчас в изнаночном ряду эту петлю я провязываю изнаночной. То есть вот одна петля, дальше вот следующая кромочная петля и стенка петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Это наша вот идет вторая петля, следующая кромочная и стенка, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Это третья петля. Дальше вот поднимаем и провязываем 4-ю петлю и так далее. То есть до нашего маркера мы должны поднять и провязать 11 петель. Итак, вот здесь я сейчас подняла и провязала до нашего маркера 11 петель. И вязание я переворачиваю, получается, на лицевую сторону. Теперь сразу же я, смотрите, вот здесь от
второго нашего маркера также отсчитала 11 вот этих кромочных петель и сейчас отметила маркером ту петлю, которую я сейчас должна буду поднимать и провязывать. Поэтому вначале мы сейчас вот вязание переворачиваем на лицевую сторону и провяжем все эти петли лицевыми до нашей следующей боковой части. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, все остальные петли я провязываю лицевыми. Итак, вот я провязала все петли лицевыми. Теперь вот этот маркер я могу убрать. Вот это моя петелька, я ее запомнила. И смотрите, здесь мы также должны поднимать на спицу ту стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Вот она у нас идет. И эту вот сейчас петлю я провязываю лицевой. Хорошенечко здесь мы подтягиваем наши кончики так, чтобы не было никаких дырочек. Вот идет следующая кромочная петля и та стенка петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. В лицевом ряду эту петлю я провязываю, которую подняла, лицевой. Вторая петля. Дальше вот третья петля. Дальше вот четвертая петля. То есть и так далее до нашего маркера. Вот здесь я должна до маркера именно должна поднять и провязать 11 лицевых петель. Итак, я подняла и провязала вот в лицевом ряду лицевыми петлями 11 петель. Это вот как раз до нашего маркера. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше в изнаночном ряду я все эти петли провяжу изнаночными. Сейчас при провязывании можете все эти петли пересчитать. То есть все петли вяжем изнаночными. Итак, в изнаночном ряду я провязала все петли изнаночными. Все эти петли я пересчитала. И на спицах у меня сейчас расположено 34 петли. Сейчас нам необходимо вернуть наше изначально набранное количество петель. То есть у нас их сейчас 34 петли, а нам необходимо так, чтобы на спицах у нас снова было 22 петли. Поэтому я вяжу лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше в лицевом ряду я провязываю все петли лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. Тот момент, вот когда у нас на спицах в конце ряда осталось 3 петли, первую и вторую петлю я сейчас провязываю в лицевом ряду 2 вместе лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. В изнаночном ряду первую кромочную петлю я снимаю и дальше вяжу все петли изнаночными, опять не довязывая 3 петель в конце ряда. Когда в конце ряда у нас на спицах осталось 3 петли, в изнаночном ряду первую и вторую петлю вот я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. То есть мы с вами уже убавили 2 петли, то есть в конце лицевого и в конце изнаночного ряда. То есть таким образом мы сейчас продолжаем вязать наше полотно. В лицевом ряду мы все петли вяжем лицевыми, в изнаночном ряду мы все петли вяжем изнаночными, не довязывая всегда 3 петли. В лицевом ряду первую вот и вторую петлю мы провязываем 2 вместе лицевой петлей и дальше последнюю кромочную изнаночной. И в изнаночном нашем ряду вот первую и вторую петлю провязываем 2 вместе изнаночной петлей и последнюю кромочную мы также провязываем изнаночной петлей. Так мы вяжем наше полотно, убавляя в конце каждого ряда 1 петлю до тех пор, пока у нас на спицах не будет изначально набранное количество петель. То есть я так буду вязать вот это полотно до тех пор, пока на спицах у меня не будет 22 петли. Итак, смотрите, я сделала все убавления петель с одной стороны и вот с другой стороны. Вот этот участок, который мы сейчас с вами провязывали, делая вот эти убавления, будут образовывать клин подъема наш. И на спицах вот у меня снова 22 петли. Теперь вот если носочек наш примерим на ногу, то сейчас мы
будем вязать просто ровное полотно из 22 петель. Лицевые петли мы будем провязывать лицевыми, изнаночные изнаночными. И так мы должны провязать просто ровный участок до того момента, пока наше полотно не перекроет наш мизинец, то есть до нашего мизинца. Далее мы приступим к убавлению петель. Теперь давайте вот здесь я сейчас нашу вот эту петлю отмечу маркером для того, чтобы потом вам посчитать, сколько в итоге я провязала рядов до нашего мизинца. Здесь, конечно же, что это количество рядов будет зависеть еще и от вашего размера ноги, так как если вы вяжете на размер ноги меньше, то и вот этот участок вы должны сейчас будете провязать меньшее количество рядов. Если, соответственно, на больший размер ноги, то и количество рядов у вас в итоге получится больше. Ну, чтобы хотя бы примерно вам ориентироваться, я вот здесь отметила эту петлю вот маркером, и дальше продолжу вязать вот все петли в лицевом ряду лицевыми, в изнаночном изнаночными. Первую кромочную петлю снимаем, последнюю петлю в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей. Итак, вот я провязала просто ровное полотно, как я сказала, до того момента, пока мы не перекроем наш мизинец. И здесь я сейчас пересчитала, то есть после наших убавок я еще сейчас провязала здесь 34 ряда. И теперь мы будем приступать к убавлению наших петель. Для этого мы должны общее наше количество петель разделить на 3 части. При этом, чтобы две наши вот эти боковые части состояли из одинакового количества петель. Это получается по 7 петель. Это две наши боковые части, и центральная часть у меня будет состоять из 8 петель. То есть получается, мы сейчас будем убавлять наши петли до тех пор, пока на спицах у нас не останется 8 петель. Первую петлю я снимаю, вязание держу лицевой стороной вверх, и дальше в лицевом ряду я вяжу все петли лицевые, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. Когда в конце ряда вот у меня осталось 3 петли, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей, и последнюю петлю кромочную я провязываю изнаночной, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше в изнаночном ряду я вяжу все петли изнаночными, опять не довязывая 3 петель. Когда в конце ряда вот у нас осталось на спицах 3 петли, здесь также первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе изнаночной петлей в изнаночном ряду, и последнюю кромочную петлю я провязываю также изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом мы продолжаем вязать наше полотно, убавляя в конце каждого ряда 1 петлю в лицевом и в изнаночном ряду до тех пор, пока на спицах у нас не останется 8 петель. Итак, вот я сделала все убавления петель с одной и с другой стороны, и на спицах у меня 8 петель. То есть вот этот участок, который мы сейчас с вами провязали, и будет являться вот подошвой у наших слитков. Точно таким же образом, как мы с вами делали убавление петель, мы теперь в конце каждого ряда будем прибавлять 1 петлю до тех пор, пока на спицах у нас не будет опять изначально набранного количества петель. То есть в моем случае 22 петли. Сейчас давайте для удобства, чтобы нам с вами не запутаться, мы сейчас отметим эти петли, до какого момента нам нужно провязать участок полотна, делая прибавления. То есть вот я держу вязание изнаночной стороной вверх, и вот идет моя первая именно кромочная петля. То есть сейчас, делая убавки, я провязала, получается, 14 убавлений. То есть 14 плюс 8 это и получается 22 петли. 14 это общее количество, то есть 7 убавлений я сделала с одной стороны и 7 убавлений я сделала с другой стороны. Поэтому здесь мы просто отсчитываем наши 7 кромочных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот эту нашу петлю сейчас мы можем отметить маркером. То есть мы должны сейчас делать прибавление петель в конце каждого ряда
ну вот до нашей вот этой петли включительно с одной стороны, и с другой стороны мы также отсчитываем 7 кромочных петель. После того, как мы отметили вот эти наши участки маркером, мы сразу же продолжаем вязать наше полотно. Первую кромочную петлю я снимаю, это мы вяжем лицевой ряд. Дальше я вяжу все петли лицевыми до конца этого ряда. Последнюю вот эту петлю я также провязываю лицевой. И дальше вот, когда мы нашу вот эту последнюю 8-ю петлю провязали лицевой, вот здесь сбоку я должна поднять нашу кромочную петлю, откуда мы начали отсчитывать наши петли. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это наша кромочная петля. И я поднимаю ту стенку петли, которая также расположена ближе к изнаночной стороне. Далее на протяжении всего вязания мы будем поднимать именно стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Эту стенку петли я одеваю на левую спицу и провязываю вот эту петлю изнаночной. Это будет сейчас вот наша кромочная петля, и вязание я сразу же переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, дальше все петли я провязываю изнаночными. Вот последнюю я также провязываю изнаночной. И здесь также я должна поднять нашу кромочную петлю. То есть отсчитываем от нашего маркера вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот это наша идет кромочная петля. Я поднимаю ту стенку петли, которая расположена ближе вот к изнаночной стороне. И эту петлю я провязываю вот изнаночной петлей. Также это опять будет являться сейчас нашей кромочной петлей. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Теперь точно таким же образом мы продолжаем вязать дальше наше полотно, прибавляя в конце каждого ряда одну петлю из кромочной. То есть вот первую петлю я снимаю. Дальше вот я вяжу все петли лицевыми. Последнюю петлю я также провязываю лицевой. И дальше я должна поднять следующую кромочную петлю. То есть вот это наша петля идет. Вот она здесь сразу, если посмотреть с изнаночной стороны, эта петля четко видна. Опять же, если боитесь запутаться и поднять именно не ту стенку петли, можно посчитать. То есть от маркера мы сейчас должны поднять 6-ю петлю. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер мы наш тоже считаем. То есть и эту петлю я провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю, получается, на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. И дальше вяжу все петли изнаночными. То есть вот изнаночная, изнаночная. И в конце ряда поднимаем вот следующую кромочную петлю. И ее мы также провязываем изнаночной. Вязание переворачиваем вот на лицевую сторону. Таким образом мы в конце каждого ряда вот до наших маркеров включительно прибавляем по одной петли, и это у нас должно получиться изначально набранное нами количество петель, которые у нас будут опять находиться на спицах. То есть 22 петли должно у нас в итоге получиться. Итак, вот я прибавила все петли, как я говорила, до наших вот этих маркеров включительно. Эти маркеры теперь мы можем убрать. Вот такой вот красивый и аккуратный мысочек у нас с вами сейчас получается. После того, как мы вывязали мысок, сделали все прибавки, мы сразу будем приступать к вязанию нашего основного узора. Раппорт вот этого нашего основного узора, вот так как мы его сейчас будем провязывать в носочки, будет равен 17 петлям. 17 это идет нечетное количество петель. Поэтому сейчас, когда мы будем провязывать первый наш ряд, мы сделаем убавление одной петли для того, чтобы относительно вот этого нашего центрального узора по бокам с одной и со второй стороны у нас было одинаковое количество петель. Но это мы сейчас по ходу вязания все разберем.
Схему на данный ажурный узор я сейчас где-нибудь здесь на экране вам вставлю. Раппорт этого узора в высоту составляет 12 рядов, поэтому каждый вот из этих 12 рядов мы сейчас пошагово с вами вместе провяжем, так, чтобы вы потом смогли провязать остальные раппорты самостоятельно. Схему, как я сказала, я вам вставила. Узор на самом деле вяжется просто, но, конечно, когда перед глазами есть схема, вязать намного проще, так как с первого раза запомнить это достаточно проблематично, поэтому можете или перерисовать эту схему, или поставить потом видео на паузу и по этой схеме с телефона провязывать эти ряды. Также ниже в инфобоксе я вам оставлю ссылку, откуда вы сможете скопировать и распечатать или перерисовать эту схему. Сейчас мы с вами будем приступать к вязанию первого ряда. Единственное, здесь хотела бы вам сказать, что если, к примеру, вы набирали изначально другое количество петель, то есть, к примеру, больше или меньше, как в этом случае следует нам поступить. То есть, если вы набирали большее количество петель, то наш раппорт вы также вяжете из 17 петель центральных. Дальше вот эти боковые петли вы будете вязать просто лицевыми. Если вы набирали меньшее количество петель и вот этот раппорт 17 петель у вас просто не вписывается в ваше полотно, то здесь вариант первый. Или можно дальше продолжить вязать наш вот этот вот носочек лицевыми петлями, то есть просто у нас будет идти лицевая гладь без ажурного узора, или можно сюда подобрать какой-то совсем простой легкий узор, который впишется именно в ваше количество петель. Здесь самое главное, что вы должны понять принцип вязания данных носочков. Дальше вы можете самостоятельно экспериментировать, придумывать сюда различные узоры или просто вязать лицевой гладью, если для вас это будет или проблематично, или вам понравится, возможно, какой-то другой ажурный или не ажурный узор. Ну а мы с вами вяжем первый ряд. Как я говорила, что сейчас в первом нашем ряду мы должны будем сделать убавление одной петли, но мы его сделаем таким образом, чтобы узор наш сохранялся. Поэтому смотрите, первую кромочную петлю я просто снимаю, не провязывая. Дальше я провязываю одну петлю лицевую. То есть 2 петли после узора и 2 петли вот перед узором, это будут являться петлями нашей симметрии. То есть 17 плюс 2 и 2 получается 21 петля. Дальше вот кромочная, лицевая, и дальше вяжем все наши петли по схеме. То есть мы должны сейчас провязать одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую. Далее по схеме мы должны провязать 2 петли вместе с наклоном в правую сторону. С наклоном в правую сторону это значит, что эти 2 петли мы должны перевернуть вот таким образом, чтобы вот правая стенка была перед работой. Поэтому если, к примеру, вы изнаночные петли провязываете классическим способом, то здесь ничего переворачивать вам не нужно, так как правая стенка уже у вас расположена перед работой. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому эти 2 петли вот я перевернула так, чтобы вот эта правая стенка была вот спереди перед работой. Далее я провязываю эти 2 петли, 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку, то есть тем самым мы сделали наклон в правую сторону. Далее я делаю накид, то есть рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя и провязываю одну лицевую петлю. Далее опять у нас идет накид. И следующих 2 петли мы должны провязать 2 вместе с наклоном в левую сторону. Так как правая стенка петли у меня сейчас расположена вот за работой, здесь мне ничего переворачивать не нужно. И я сразу же эти 2 петли провязываю 2 вместе лицевой петлей за заднюю правую стеночку. Тем самым у нас получается наклон в левую сторону. Дальше у нас идет 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Далее опять 1 петля лицевая, и следующих 2 петли мы должны опять провязать с наклоном в правую сторону. То есть сначала эти 2 петли я поменяю местами так, чтобы правая стенка была перед работой. И затем я эти 2 петли провязываю 2 вместе лицевой петлей за переднюю правую стеночку. После чего делаю накид, то есть рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя. Вяжу 1 петлю лицевую, делаю снова накид и 2 петли провязываю вместе лицевой за заднюю правую стеночку, то есть с наклоном
в левую сторону. Далее мы должны провязать одну лицевую петлю по схеме, после чего по схеме мы должны провязать одну изнаночную петлю. Но, как я говорила, мы должны сейчас убавить одну петлю. Поэтому давайте вот следующих вот этих 2 петли мы провяжем 2 вместе изнаночной петлей, тем самым сделаем убавление одной петли. То есть это мы провязываем просто для того, чтобы убавить одну петлю. Вот 2 вместе изнаночной, и вот у нас в конце остается 2 петли нашей симметрии, как я говорила. Значит, в конце каждого ряда эти 2 петли симметрии мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. Вот я их провязываю 2 вместе лицевой петлей, после чего вот здесь сбоку я поднимаю следующую кромочную петлю. Вот она у нас идет, и ту стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту петлю я провязываю изнаночной. То есть сейчас, смотрите, мы будем, во-первых, вывязывать наш узор по схеме. Раз. Количество наших петель, которые находятся на спице, то есть сейчас у нас их вот 21, должно сохраняться всегда. Но при этом мы должны поднимать нашу кромочную петлю и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Поэтому для того, чтобы количество петель на спице сохранялось, в конце каждого ряда сначала мы 2 петли провяжем вместе, после чего поднимем следующую кромочную петлю. Вязание я перевернула на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли мы провязываем по рисунку. То есть вот смотрим, изнаночные петли мы провязываем изнаночными, лицевые лицевыми. То есть у нас получается кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная. Наши накиды мы будем провязывать изнаночной петлей за вот эту длинную стеночку, так чтобы у нас образовывались наши дырочки. Вот изнаночная, изнаночная, опять накид, изнаночная и так далее. То есть вяжем все петли по рисунку. Наши накиды мы провязываем изнаночной петлей. То есть вот здесь у нас наша идет лицевая, изнаночная, изнаночная. Так мы вяжем, не довязывая 2 петель до конца этого ряда. Когда в конце ряда вот у нас осталось 2 петли, как я говорила, количество петель у нас должно сохраняться, поэтому 2 последние петли в изнаночном ряду я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, вот, после чего вот здесь сбоку поднимаю нашу следующую кромочную петлю. Вот она хорошо и четко видна. Вот она у нас идет. И та стенка, которая расположена к изнаночной ближе стороне. И эту петлю, которую я подняла, провязываю изнаночной петлей. После чего вот вязание сразу же переворачиваю на лицевую сторону. Мы с вами провязали 2 ряда нашего раппорта. Приступаем к вязанию 3-го ряда раппорта. В 3-м ряду вяжем, то есть первую кромочную снимаем и вторую мы вяжем лицевой. Это 2 петли нашей симметрии. Дальше мы вяжем 1 петлю изнаночную. Следующих 2 петли я должна провязать 2 вместе с наклоном в правую сторону. Поэтому я сначала их переверну так, чтобы правая стенка петли была вот перед работой. После чего провяжу их, эти 2 петли, 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, так чтобы у нас был наклон в правую сторону. Далее я делаю 1 накид, после чего провязываю 3 петли лицевых. Вот 1, 2, 3. Далее по схеме у нас идет накид, и следующих 2 петли мы должны провязать 2 вместе с наклоном в левую сторону, то есть 2 вместе за заднюю правую стеночку. И дальше у нас идет вот изнаночная петля. И опять у нас повторяется. То есть 2 петли мы должны провязать вместе с наклоном в правую сторону. То есть сначала я их меняю местами, эти 2 петли, после чего провязываю 2 вместе лицевой за переднюю правую стеночку, то есть с наклоном в правую сторону. Делаю накид, провязываю 3 петли лицевых. Опять делаю накид и 2 петли провязываю вместе лицевой за заднюю правую стенку. 1 петля изнаночная, и вот в конце ряда идут 2 петли симметрии. Как я говорила, в конце каждого ряда
Эти 2 петли мы будем провязывать 2 вместе в лицевом ряду лицевыми петлями. Вот. После чего сбоку поднимаю следующую нашу кромочную петлю и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту петлю я провязываю изнаночной. И вязание вот я сразу переворачиваю на изнаночную сторону. Вяжем 4-й ряд. Во всех наших изнаночных рядах мы все петли будем провязывать по рисунку. То есть так, как они у нас идут, так мы их и провязываем. Поэтому вяжем просто внимательно. Первую кромочную петлю я просто снимаю. И дальше вяжу все петли по рисунку. То есть изнаночная, лицевая. Дальше изнаночная, накид также изнаночной петлей. Так, чтобы у нас была дырочка за длинную стеночку. Изнаночная, изнаночная. Изнаночная, накид, опять изнаночная, еще одна изнаночная и лицевая и так далее. То есть опять изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми, не довязывая до конца этого ряда опять 2 петель. Когда в конце ряда у нас остается 2 петли, в изнаночном ряду эти 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей. После чего поднимаем следующую кромочную петлю и ту стенку, которая расположена к изнаночной ближе стороне, и провязываю эту стенку изнаночной петлей. И вязание переворачиваем на лицевую сторону. Это мы с вами сейчас провязали 4-й ряд. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Первую петлю снимаю. Далее 1 лицевая. По схеме дальше вяжем изнаночная, 2 петли лицевых. Далее у нас идет накид, и следующих 3 петли мы должны провязать вместе, но так, чтобы из этих 3 петель вот эта средняя петля легла сверху. Поэтому первую петлю я снимаю и вторую петлю я снимаю. Далее вот эти 2 петли я сейчас должна поменять местами, так, чтобы вот эта средняя петля легла посерединке. Поэтому вот вязание разворачиваю изнаночной стороной к себе и левой спицы подхватываю вот эту первую петлю. Вот. Правую спицу вынимаю, и вот эту среднюю петлю я помещаю вперед. То есть я сделала перекрещивание этих 2 петель, так, чтобы эта средняя петля у нас сейчас была первой. После чего эти 3 петли мы провязываем вот 3 вместе лицевой петлей за заднюю стенку. И вот как раз получилось у нас вот эта центральная петля легла ровно посерединке, а 2 вот этих боковых наших петли ушли назад. Далее мы делаем накид, после чего вяжем 2 петли лицевых, 1 изнаночную. И дальше опять повторяется, то есть после изнаночной вяжем 2 лицевых, накид, и следующих 3 петли опять я должна провязать 3 вместе. Поэтому я их просто снимаю. Вот таким образом я их меняю местами. То есть вот эту среднюю нашу петлю я помещаю вот вперед, перед работой, чтобы она была первая. После чего эти 3 петли я провязываю вот 3 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку. И вот у нас наша средняя петля лежит ровненько впереди посерединке. Дальше после 3 провязанных петель я делаю накид. Провязываю 2 петли лицевых, 1 изнаночная. В конце, когда у нас осталось вот 2 петли в лицевом ряду, я их провязываю 2 вместе лицевой петлей и поднимаю следующую нашу кромочную петлю. И эту петлю я провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю снимаю. И дальше все остальные петли провязываю по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Наши накиды мы провязываем изнаночной петлей. Так мы вяжем, не довязывая до конца ряда 2 петель. Когда в конце ряда у нас осталось 2 петли, в изнаночном ряду я их провязываю 2 вместе изнаночной петлей. После чего поднимаю следующую кромочную петлю, и ее я также провязываю изнаночной петлей. Вязание переворачиваем сейчас на лицевую сторону и приступаем к вязанию 7-го ряда нашего раппорта. Первую кромочную петлю снимаем. 1 лицевая, это вот идут 2 петли симметрии у нас. Дальше мы должны провязать вот здесь
по схеме одну лицевую петлю, то есть не изнаночную, а лицевую. Делаем один накид. Далее следующих 2 петли мы должны провязать 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. То есть я их провязываю 2 вместе за заднюю правую стенку лицевой вот петлей. После чего провязываю одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную я сейчас должна провязать. Вот из этой лицевой я вяжу одну изнаночную петлю. Дальше 1 петля лицевая, и следующих 2 петли я должна провязать 2 вместе с наклоном в правую сторону. То есть я сначала их переворачиваю так, чтобы правая стенка была перед работой, после чего провязываю вот 2 вместе за переднюю стенку лицевой петлей. Далее делаю один накид, вяжу одну петлю лицевую, то есть из этой изнаночной петли я сейчас провязываю лицевую петлю. Снова накид, 2 петли вместе за заднюю правую стенку, то есть с наклоном в левую сторону, 1 лицевая, 1 изнаночная. То есть смотрим, вот она наша центральная, наша вот эта вот дорожка, и мы вяжем эту петлю изнаночной сейчас по схеме. 1 лицевая и 2 петли с наклоном в правую сторону. То есть я сначала их переворачиваю и затем провязываю 2 вместе за переднюю правую стенку. Накид, 1 лицевая, и у нас осталось 2 петли. Мы их провязываем 2 вместе лицевой петлей, это в лицевом ряду, и поднимаем следующую нашу петлю из кромочной, вот, и провязываем изнаночной ее. И переворачиваем вязание опять на изнаночную сторону и вяжем 8 ряд нашего вот раппорта, все петли по рисунку, то есть вот изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми, накиды мы провязываем изнаночной петлей, опять не довязывая 2 петель до конца этого ряда. В конце ряда вот остается у меня 2 петли в изнаночном ряду, я их провязываю 2 вместе изнаночной петлей и снова поднимаю следующую кромочную петлю, и эту петлю я провязываю изнаночной. Переворачиваю вязание на лицевую сторону, приступаем к вязанию 9 ряда нашего раппорта. Первую кромочную петлю снимаю, далее 1 петля симметрии, вместе с кромочной это у нас уже 2 петли получилось, и дальше мы вяжем наш узор по схеме, то есть 2 петли лицевых у нас идет, накид, 2 петли вместе с наклоном в левую сторону, то есть 2 вместе за заднюю правую стеночку, 1 петля изнаночная, 2 петли я сначала сейчас переверну так, чтобы правая стенка была перед работой, и провяжу 2 вместе лицевой за переднюю правую стенку, то есть с наклоном в правую сторону. Накид, 3 петли лицевых, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, то есть с наклоном в левую сторону, 1 петля изнаночная, 2 петли с наклоном в правую сторону, то есть я их сначала вот переверну и провяжу 2 вместе лицевой за переднюю правую стеночку, накид, 2 лицевых, и снова у нас осталось 2 петли, их я провязываю в лицевом ряду 2 вместе лицевой и поднимаю нашу следующую кромочную петлю и провязываю эту петлю изнаночной. В изнаночном ряду все петли опять вяжем по рисунку, не довязывая 2 последних петель. 2 последних петли в изнаночном ряду я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, поднимаю следующую кромочную петлю и эту петлю провязываю также изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Вяжем 11 лицевой ряд нашего вот раппорта по схеме. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой. Дальше смотрим на схему. 2 петли мы сейчас должны провязать вместе с наклоном в правую сторону, то есть я их сначала переверну и затем провяжу 2 вместе лицевой за переднюю правую стеночку. Дальше я делаю накид, вяжу 2 петли лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, накид, и следующих 3 петли мы должны провязать вместе лицевой петлей. Поэтому сначала также эти 2 первых петли я пересниму
и поменяю местами так, чтобы вот эта средняя центральная петля у меня сейчас вот перед работой ушла вперед. Поэтому вот я таким образом их сейчас меняю местами. Вот накид наш здесь мы пальчиком придерживаем. Вот наша центральная петля, вот она у нас перед работой ушла вперед. И затем 3 петли я провязываю вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Вот таким образом у нас это все сейчас получается. Дальше опять накид, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой за заднюю правую стенку с наклоном в левую сторону получается. И осталось 2 петли. Их я провязываю в лицевом ряду 2 вместе лицевой петлей. И поднимаем следующую нашу кромочную петлю и провязываем эту петлю изнаночной. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем последний 12 ряд нашего раппорта. Изнаночный ряд мы провязываем все петли по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, не довязывая 2 последних петель. Когда у нас осталось 2 петли, я их провязываю 2 вместе изнаночной петлей и поднимаю следующую кромочную петлю и ее также провязываю изнаночной петлей. Вязание переворачиваю вот я на лицевую сторону, и это мы с вами провязали один раппорт узора в высоту. Далее мы наше вязание опять повторяем с 1 по 12 ряд. И вяжем так мы до наших вот этих маркеров, то есть до нашей резинки. То есть снова мы приступаем к вязанию первого ряда нашего уже получается второго раппорта. Давайте я сейчас только начну, а дальше продолжите вязать уже самостоятельно. То есть первую кромочную петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой. Дальше по схеме у нас идет изнаночная вот петля, мы ее вяжем изнаночной. 1 лицевая, 2 петли вместе с наклоном в правую сторону, то есть я их сначала переворачиваю и провязываю вместе за переднюю стеночку лицевой петлей, то есть с наклоном в правую сторону. Накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой за заднюю правую стеночку, лицевая, изнаночная. И дальше вяжем все в обратном направлении, то есть опять лицевая, 2 вместе, накид и так далее. То есть так мы вяжем вот этот наш ажурный узор, повторяя его с 1 по 12 ряд, то есть на высоту до нашей резинки. Итак, вот я провязала весь вот этот мой мысок, основной вот этот вот узор, и у меня получилось, я провязала ровно 4 раппорта. Это я провязала до вот этих наших маркеров, и мы сейчас с вами будем приступать к вязанию нашей резинки. Для вязания резинки нам также сейчас вот здесь с этой стороны понадобится нечетное количество петель, то есть вот как раз таки в моем случае на спицах у меня сейчас 21 петля, это то количество, которое мне сейчас и необходимо. Вязание я держу лицевой стороной вверх. Вот первую кромочную петлю я снимаю. Дальше я вяжу резинку 1 на 1, но единственное, после вот этой кромочной петли в лицевом ряду, когда мы начинаем вязать нашу резинку, следующую петлю я провязываю изнаночной. То есть у меня будет идти кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Мы вяжем нашу резинку 1 на 1, не довязывая до конца этого ряда 1 петлю. Вот в конце ряда я провязала изнаночную петлю, и у меня осталась 1 петля. Эту петлю я сейчас переснимаю с левой спицы на правую. Вот этот наш маркер можем сейчас уже снять. И вот в ту петлю, где у нас сейчас был маркер, и та стенка петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне, я ее вот одеваю на спицу, и петлю вот эту вот последнюю я возвращаю обратно с правой спицы на левую, так чтобы у нас была петля и вот эта стенка петли, которую мы одели на спицу. В лицевом ряду эти 2 петли я сейчас буду провязывать вот как раз таки по рисунку, то есть изнаночная, и я их провязываю 2 вместе лицевой петлей.
Хорошенько здесь мы подтягиваем все наши кончики, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я буду провязывать по рисунку. То есть лицевые петли я буду вязать лицевыми, изнаночные изнаночными. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Опять не довязывая до конца этого ряда одну петлю. Когда в конце ряда у нас осталась одна последняя петля, я ее также переснимаю с левой спицы на правую. Маркер я тоже сейчас убираю и на спицу одеваю ту стенку петли кромочной, которая расположена вот ближе к изнаночной стороне. Петлю возвращаю обратно на левую спицу, и сейчас в изнаночном ряду как раз получается по рисунку эти две петли я провяжу 2 вместе изнаночной петлей. То есть вот изнаночная, лицевая, и эти 2 петли я провязываю вот 2 вместе изнаночной петлей. Хорошенечко кончик подтягиваю и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом мы продолжаем вязать нашу резинку 1 на 1. То есть опять в лицевом ряду кромочную петлю я снимаю и вяжу дальше все петли по рисунку. То есть изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы вяжем, опять не довязывая одну последнюю петлю резинки. Итак, вот осталась у меня последняя петля. Ее я сначала вот переснимаю с левой спицы на правую. Далее поднимаю следующую кромочную петлю и ту стенку, которая расположена ближе вот к изнаночной стороне. Петлю возвращаю обратно и в лицевом ряду эти 2 петли провязываю 2 вместе лицевой петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вяжем все точно таким же образом. То есть кромочную снимаем и дальше вяжем все петли по рисунку, не довязывая одну последнюю петлю. Вот эту нашу последнюю петлю я сначала переснимаю с левой спицы на правую, поднимаю следующую нашу кромочную петлю, вот она у нас идет, петлю возвращаю обратно и с изнаночной стороны эти 2 петли провязываю 2 вместе изнаночной петлей. И так мы вяжем нашу резинку 1 на 1 вот до конца, с тем учетом, что закрывать наши петли я буду по изнаночной стороне. То есть я провяжу лицевой ряд, вот здесь сбоку подниму последнюю нашу кромочную петлю, и вот здесь нам останется еще поднять одну петлю, когда мы будем вязать изнаночный ряд. Поэтому по изнаночной стороне мы закроем все наши петли, поднимем последнюю нашу петлю, ниточки все закрепим, и наш носочек будет готов. То есть мы сейчас вяжем резинку 1 на 1 вот до конца, и когда мы вот здесь поднимем последнюю нашу петлю. Далее я подключусь и покажу, каким образом мы будем закрывать наши петли. И вот здесь поднимем последнюю нашу кромочную петлю с этой стороны. Итак, вот я практически закончила вязать резинку. То есть вот я по лицевой стороне провязала все петли вот по рисунку. Осталась здесь моя последняя петля. Я ее переснимаю с левой спицы на правую. И вот здесь сбоку поднимаю последнюю кромочную петлю. Вот она у нас идет. Петлю возвращаю обратно, и эти 2 петли в лицевом ряду провязываю 2 вместе лицевой петлей. Вот здесь сбоку мне осталось поднять вот последнюю петлю. Вязание я переворачиваю вот на изнаночную сторону. Вот. И мы сейчас приступаем к закрытию петель. Первую кромочную петлю я снимаю. Вторую петлю по рисунку я провязываю лицевой. И первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную. Далее у нас идет петля изнаночная, и я ее провязываю изнаночной, и петлю, которая была на спице, я ее вот протягиваю, спускаю через провязанную. При закрытии петель обязательно контролируем натяжение нити и петель так, чтобы вот этот край не был сильно туго перетянут. Вот лицевая, петлю на спице, вот протянули, спустили. Дальше изнаночная, петлю на спице протянули, спустили. Лицевая, дальше у нас идет изнаночная. И вот я закрывала петли до тех пор, пока вот здесь у меня не осталась одна последняя петля. Эту петлю я просто переснимаю с левой спицы на правую, после чего поднимаю последнюю нашу кромочную петлю.
и ту стенку, которая вот расположена ближе к изнаночной стороне. Петлю возвращаю обратно и этих 2 петли провязываю в изнаночном ряду 2 вместе изнаночной петлей. И петля, которая была на спице, я ее протягиваю и спускаю через только что провязанные петельки. Дальше ниточку от моточка мы можем обрезать, а петельку вот эту вытаскиваю подлиннее. Дальше в эту нашу петлю я продеваю кончик, который мы только что обрезали от моточка вот вовнутрь. Петельку аккуратно эту я затягиваю. Вот наш кончик, где мы набирали наши петли, его тоже я подтягиваю. И дальше вот все эти кончики, то есть у нас их фактически получилось только 2, мы по изнаночной стороне вдоль вот этой лицевой дорожки прячем самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы спрятали все наши кончики, наши слитки или носочки полностью с вами готовы. Друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому не забудьте поддержать его пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще с вами встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.